Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы знаете, что многие красивые лоскутные блоки можно сшить разными способами. Везде возможны варианты. Помните, что даже если вас съели, то у вас всегда есть два выхода. А мы сошьем красивый рисунок из квадратов, составленных из двух треугольников. Обычно мы делали заготовки, нашивали сразу много квадратов и из них выкладывали узор. А для сегодняшней работы приготовим 16 квадратов размером 11 на 11 сантиметров. Выложим их в произвольном порядке. Раскладка 4 на 4 детали. Сшивать детали будем сразу, вертикальными колонками. Сначала соединим вместе квадратики из первой и второй колонки, затем из третьей и четвертой, а потом уже прошьем вместе две готовые гирлянды. При работе за швейной машинкой строчку делаем крепкой, мелкой. Закрепки обязательны. Цвет ниток нейтральный, серый. Шьем гирляндой одну деталь за другой. Нитки не обрываем. Отшитые гирлянды разворачиваем, расправляем швы. Швы лучше сразу проутюжить, а затем сшиваем вместе эти заготовки. Получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках на соединительных швах. Нам остается только сделать горизонтальные швы. Получившуюся заготовку надо тщательно проутюжить. Дальше мы берем широкую линейку и рисуем диагонали. Сначала 2 центральных, затем и на боковых частях. После разрезания у нас получились интересные детали. А теперь самое интересное. Все заготовки надо поменять местами. Покрутите, поперекладывайте, посмотрите, какой вариант вам больше нравится. Сшивать будем самым рациональным способом. К центральным квадратам присоединим уголки. Затем прошьем центральный шов, а уже потом присоединим оставшиеся части. Собираем по диагонали. Развернем полученную заготовку. Все держится на нитках, на швах. И нам остается только сделать окончательные швы. Получившуюся деталь тщательно проутюживаем и готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная часть. Все хорошенько расправляем и скалываем английскими булавками. И сразу же намечаем линии стежки. Я приготовила 2 похожие заготовки. Ткани одинаковые, но расположение цветов разное. И стежку сделаем на каждой детали свою. Самое простое – шьем прямой строчкой в шов. Сначала прошьем центральные линии, а затем уже будем заполнять оставшееся пространство. Подчеркнем рисунок ромбов, а по краям нарисуем параллельные линии. На второй заготовке стежку сделали другую. Фантазийными изогнутыми линиями обозначили контур лепестков. Детали промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Размер получился 33 на 33 сантиметра. Смотрите, какие интересные заготовки мы сшили сегодня новым способом. А вот чуть раньше мы немного по-другому приготовили вот такие детали. Все они получились одинакового размера 33 на 33 сантиметра. Пока продолжаем шить эти толстенькие заготовки. Когда наберется нужное количество,
то сошьем их вместе в большое полотно. Соединять будем через 2 бейки. Поэтому следите за новостями на канале и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новое видео. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!